Сумка большая, мягкая. С ней мы можем делать, например, вот такие вещи. Сжимать, вешать на плечо, поворачиваться, оставлять на локте, опускать вниз. И много-много-много еще всего. Зависит от вашей фантазии. Главное, не забудьте, что она мягкая, и у нас есть преимущество. Мы можем как-нибудь ее сжимать. Чего, например, мы не можем сделать с сумкой жесткой. В следующем примере покажу. А еще я очень люблю играть с размерами. Например, если сумка большая, ты можешь вот прям в камеру ее вот так показать, и она будет реально выглядеть большой на фотографии. Вот если сумка, например, супер маленькая, то ты можешь ее прям практически спрятать. Допустим, не знаю, под подмышку запихнуть или еще куда-нибудь. Да, мы сейчас покажем. Вот, допустим, пример другой сумки. Она жесткая, но у нее есть длинные ручки, которые мы точно так же можем использовать. И еще самый главный момент. Если мы снимаем каталог, мы снимаем бренд. То есть каталог всегда привязан к какому-то бренду. Вот здесь, например, бренд на сумке спереди. Мы должны его не закрывать точно так же. Опускаем ее, вешаем на лог. Можем 2 раза сделать. Не бойтесь играть с вещами. Мне кажется, на каталогах это самое веселое, что может быть. Просто когда вы стоите и пытаетесь что-то придумать. Креативите. Ну вот примерно так. Еще хотела бы добавить, в основном каталог — это обычные вот такие позы, которые уже все знают, и, ну, я не знаю, это скучно. Иногда это действительно скучно, и даже не то, что скучно, это трудно. Просто трудно каждый раз делать одно и то же. Поэтому если клиент открыт для каких-то новых поз, например, я не знаю, смогу я это сделать или нет, для вот таких, вот, то есть, ну, это странная поза для такой сумки и для каталога. Но если клиент открыт, или вам, я не знаю, бывает такое, что люди, наоборот, очень-очень-очень радуются тому, что они видят что-то новое, и ты ничего, в принципе, не закрываешь. То есть вещь видно точно так же. Это очень-очень классно, и старайтесь, я не знаю, делайте такие вещи почаще, чтобы это было не скучно, чтобы это было интересно и вам, и клиенту, и всем. Вот. Вот Таня, допустим, дала мне этот клатч.
Хорошо, что она мне показала, что здесь внутри еще есть вот такая замечательная цепочка. И вот такой маленький кошелечек. Блин, это так мило, я не могу. В общем, я хотела вам сказать о том, что иногда стилисты или люди, которые работают с вами на каталоге, они забывают о всяких вот этих ремешках и обо всем. Если вам хочется помочь этим людям и вам не лень, вы можете рассмотреть вещь, которую вам дают заранее. Если это маленькая сумочка, я просто их очень сильно люблю, вот, потому что это... Как объяснить? Это работа твоего лица, то есть ты можешь показывать бьюти. Все, что касается бьюти, это маленькие сумочки, это очень круто на самом деле, когда ты чувствуешь, не знаю, что ты можешь поработать не только телом на каталогах, но и лицом. Если видно кошелечек, почему бы нет? Вот, допустим, я могла бы взять это под подмышку и показать это вот так. Как два примера. Не знаю, вот так. И сейчас начну я креативить. Дальше. Я люблю просто такие маленькие вещи, мне очень нравится с ними постоянно что-то придумывать. Вот. Ну все.